7连胜，他比斗魂大赛时强了很多。 Битва Дубусы и Цзинхунчэня весьма зрелищная и эпичная. Такие могущественные мастера сражаются не каждый день. Разница в рангах между ними довольно большая, но сильнейшие механизмы Цзинхунчэня смогли немного сравнять его с Дубусы, почти что предельным титулованным. Да, как-никак, а духовные инструменты действительно мощные. Хуэйхао очень повезло, ведь во время взрыва Снежная Императрица перешла в его духовное море. Если бы не Электролюкс, она бы исчезла спустя короткое время, и ее сила происхождения вызвала бы куда более мощный взрыв. Обычно только на сотни тысяч лет зверь может выбрать путь превращения в человека, а Снежная Императрица 700 тысяч лет практически сделала то же самое, как ей удалось. Она наткнулась на 100-тысячелетний снежный лотос. Он не способен обрести свой духовный разум, но он содержит чистейшую сущность небес и земли. Снежная Императрица использовала его, чтобы запечатать свое происхождение, что позволило переродиться как человек. Но в это время ее нашел мастер и запечатал внутри механизма. Как Электролюкс помог Снежной Императрице? Он наложил на нее мощную печать, которая сдерживала ее силу происхождения до тех пор, пока Хуэйхао не станет сильнее. Печать Снежной Императрицы будет раскрыта лишь после того, как Хуэйхао достигнет уровня Святого Духа, то есть Мастера Семи Колец. Так задумывалось, по крайней мере. Хуэйхао не стал сильнее после успешного запечатывания Снежной Императрицы, но он с нетерпением ждал момента, когда он эволюционирует. Пока что Электролюкс и Снежная Императрица спали и набирались сил. Никаких новых колец и повышения рангов Хуэйхао не получил. Однако позже Электролюкс поможет слиться со Снежной Императрицей. По сути, Хуэйхао с ним создали особую форму жизни, которая не исчезнет, даже если у нее нет настоящего тела. Это называется духовная душа. Снежная Императрица стала первой в своем роде. В определенной степени это сочетание духовного сознания Снежной Императрицы и ее силы, а также крови Хуэйхао. Эта форма жизни не имеет физического тела, но она будет иметь те же характеристики, что духовные кольца, и она будет даже сильнее, чем духовные кольца. Это будет еще одна опциональная возможность, которую мастера могут использовать наряду с духовными кольцами и духовными костями. Это может заменить духовные кольца, но определенно будет отличаться от них. В будущем мы подробнее поговорим об этом. Итак, после нападения секты тела, зал выдающихся добродетелей понес серьезные потери. Ущерб был колоссальным. Сам Цзинхунчэнь, глава зала, отчитался перед императором и понес суровое наказание. Секта тела, естественно, отрицала свое участие в атаке. Хуэйхао довольно быстро восстановился. Был момент, что его почти раскрыли, а именно всех учеников допрашивали, поскольку искали союзников секты тела. Хуэйхао забрал весьма ценный испытательный образец номер 1. Да, это огромный военный костюм робота. Даже из-за зародыша Цзинхунчэнь не так беспокоился. Ну а далее Хуэйхао участвует в большом состязании, где все сражаются против него одного. Дело в том, что Цзинхунчэнь попросил его поделиться боевым опытом с учениками и механиками. Это нападение секты тела показало, что механики не готовы к битве с истинными мастерами духа. Поскольку Хуэйхао из Академии Шрека, всем будет очень полезно сразиться с настоящим духовным мастером, а не механиком. Он в одиночку бросил вызов элите всей Имперской Академии Механиков Солнца и Луны. Причина, по которой это произошло, заключается в том, что Хуэйхао ограбил Цзинхунчэня. Все просто. Согласно уговору, каждый раз, когда он выигрывал игру, Цзинхунчэнь отдавал килограмм драгоценного металла. Своими ментальными способностями и другими навыками Хуэйхао с самого начала одержал 17 побед подряд, чем сразу шокировал публику. С момента основания Академии никто не достиг таких результатов. Хуэйхао установил новый рекорд. Среди соперников была одна ученица, Нана, которая в будущем станет участвовать в континентальном турнире мастеров, вместе с Сяо Хунчэнь и Мэн Хунчэнь. Но и ее Хуэйхао победил довольно легко. Ее боевой дух – призрак, она призвала силу нежити, но Хуэйхао уже обучен некромантией Электролюксом. В первый день Хуэйхао сражался с учениками, достигшими звания механика 5-го ранга. Практически все из них были 50-х рангов и выше. На второй день пошли механики 6-го ранга. Здесь уже будет поинтереснее. Особенно выделялся безумный мечник Цзы Цзюэчэнь. Его также показали в трейлере. Он действительно помешанный на мечах. Цзы Цзюэчэнь согласился на вызов только потому, что увидел поражение предыдущего соперника Хуэйхао. Он имел 6 колец и являлся аномалией в зале выдающихся добродетелей. Во-первых, он не был духовным инженером, но также не был обычным мастером. На самом деле он является главным учеником отдела духовных инструментов активного контроля. Бой между Хуэйхао и мечником можно назвать самым захватывающим в этом состязании. Хуэйхао вообще не использовал никаких других навыков, они использовали лишь простые удары.
Согласно оригиналу, Хуэйхао выиграл 33 игры подряд, и даже самые сильные ученики Академии были побеждены, хотя сражения с Мечником и Наной были непростыми. В конце концов, никто не осмелился снова бросить ему вызов. Обучение практически подошло к концу. Хуэйхао и Хэкайто даже поговаривали на каникулах сделать сюрприз Академии Шрека. Ну и Ван Дун тоже собирался навестить Хуэйхао. Все это нас ждет впереди. А также большое спасибо за летний донат Валерия Баскалова. Дело в том, что на Бусти есть, так сказать, летняя цель сбора, на отдых автору и так далее. Так что большое спасибо. И всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам рекорд Хуэйхао в состязании. Он действительно сейчас сильнее всех своих ровесников. Подписывайтесь на канал и всем пока.